Глава 102. Селянь, изначально движимый желанием показать все свое мастерство, тем вечером пережил несколько взлетов и падений уверенности в собственных силах. Хуачен, впрочем, предлагал принцу свою помощь в приготовлении пищи, но разве совесть селяня могла позволить принцу принять помощь на кухне, когда тот однажды уже услужил ему, починив дверь, а после еще и прибравшись в монастыре? Какой хозяин позволяет себе обращаться подобным образом с гостями? Кроме того, с прославленным непревзойденным князем демонов, к счастью, в этот раз принц вернулся из поселка с немалой поклажей. И хотя прошлым вечером половина припасов ушла в котел, остались еще маньтоу и лепешки, немного овощей и фруктов, которые можно было просто погрызть и тем перебиться. Но что делать, когда и эта провизия закончится? На следующий день вопрос решился сам собой. Ранним утром в дверь монастыря водных каштанов постучали селянки, которые принесли большой котелок каши и свежесваренную курицу. Зачем сюда явились краснеющие девушки, понятно и без слов. Селянь не удержался от мысли, и правда, красота способна прокормить. Курицу селянь поделил между двумя мальчиками, сам же съел только немного каши, а Хуачен и вовсе не притронулся к еде. «ГГ, твой монастырь в самом деле пользуется популярностью». Селянь рассмеялся. «Сань Лан, не насмехайся надо мной. Мы прекрасно знаем, что помыслы старого пропойцы обращены вовсе не к вину». После той злополучной чашки Цзэжун снаружи монастыря промучился всю ночь, без остановки причитая что-то наподобие: «Лучше бы меня схватил Лан Циньцу и порубил живьем на множество кусков, чем есть отраву, приготовленную тобой, или же, мой царственный брат, я так виноват перед тобой, прошу, дай мне противоядие». К тому же, кажется, ему мерещились разнообразные галлюцинации, отчего Гуцзэ до смерти перепугался за отца. С утра Цзэжун пребывал в ужасно удрученном состоянии, даже лицо позеленело. Как раз когда принц и Хуачен разговаривали, он с жадным причмакиванием пил жидкую кашу из чашки, которую ему поднес Гуцзэ. Придя же, наконец, в себя, прохрипел: «Брехня. Какая еще популярность? Да кто бы пришел к нему, к этому нищеброду? И ты тоже, шелудивый пес Хуачен, не радовался бы раньше времени. Только какие-то деревенские девки из глухогорного закоулка могли положить на тебя глаз. И то только потому, что ты вырядился как богач, вот они и прилипли к тебе, рты разинувши в надеждах. А попробуй одеться в лохмотья бедняка, и тогда ни за что не поверю, что ты точно так же приглянешься им». Селянь подумал, что в этом Цзэжун категорически ошибается, ведь Хуачен, в чем Селянь был уверен, даже в робине нищего попрошайки мог бы навыпрашивать целые золотые горы. Однако принц промолчал, лишь неторопливо принялся за дело. Спустя некоторое время комнату вновь заполнил соответствующий аромат, и Цзэжун взвыл: «Что ты опять там делаешь? Что это такое?» Селянь мягко ответил: «Это целый котел похлебки столетнего мира и согласия. Я как раз ее разогреваю». Хуачен, услышав, тут же похлопал в ладоши: «Прекрасное название, прекрасное». Цзэжун взвелся: «Ты еще, мать его, вздумал этому вареву название выдумывать? Не подходи». Даже кормить Цзэжуна не требовалось, достаточно поставить блюдо на огонь, и запах пробуждал в нем жуткие воспоминания, так что он не смел больше вымолвить ни слова. Закончив со своей трапезой, Лан Ин тем временем молча стал собирать чашки и палочки, намереваясь отправиться мыть посуду, но Селянь остановил: «Не нужно, поиграй где-нибудь в сторонке, а я помою сам». Может быть, повар из него был ужасный, но хотя бы с мытьем посуды принц справлялся. Хуачен, проводив взглядом Гуцзэ и Лан Ина, которые вышли за порог поиграть, сказал: «Позволь мне». Селянь отказался: «Тебе уж тем более не стоит таким заниматься. Просто посиди». Но едва принц закончил фразу, снаружи вдруг послышалось, как Цзэжун, который наелся досыта и теперь бездельничал, не зная, чем себя занять, призывно присвистнул и масляным голосом произнес: «Эй, барышня, а что ты так смотришь на господина?» Воспылала ко мне страстью, и этот самый демон обвинял кое-кого в том, что на него заглядываются только селянки из захолустья, а теперь и сам принялся приставать к девушке, да к тому же столь банальными фразами.
Селянь покачал головой и подумал, что все же лучше втащить его внутрь, чтобы не пугал народ. Но кто же мог подумать, что не успеет принц открыть дверь, как услышит удивленные восклицания жителей деревни: «Красавица, каких свет не видывал, и как такая прекрасная девушка заглянула в нашу деревню! Я за всю жизнь не встречал столь прелестных девушек, а тут на тебе сразу две!» Следом раздался стук в дверь, и стучали как раз в монастырь водных каштанов. Селянь недоумевал в душе: «Красавица, каких свет не видывал! Да еще сразу две!» Но для чего две красавицы, каких свет не видывал, могут стучаться в мои двери? А неужто тот купец явился со своими новыми женами, чтобы воздать за исполнение молитвы? Стоило принцу так подумать, он тут же схватил табличку с надписью «Монастырь находится в обветшалом состоянии, просим посильного пожертвования», и приготовился выставить ее снаружи. Как вдруг услышал женский голос, отдающий прохладой: «Что это за дрянь у порога? Поистине больно смотреть». Другой женский голос задумчиво произнес: «Может, оно сторожит дом?» Да нет, не может быть. Он ведь не мог завести столь низкоуровневого волшебного зверя. Оба голоса принадлежали женщинам, однако селяню уже приходилось их слышать. Повелитель ветров Цинсюань и повелитель земли. Принц поначалу хотел сразу отворить дверь, но потом рывком обернулся и бросил взгляд на Хуачена, который как раз неторопливо собирал чашки и палочки со стола. Рука селяня застыла, приоткрыв лишь маленькую щелку, и принц осторожно выглянул за дверь. Снаружи он увидел двух высоких девушек, одна из которых оказалась заклинательницей в белых одеждах и метелкой из конского волоса, чью белоснежную улыбку обрамляли ярко-красные губы, от фигуры веяло женственностью и очарованием, а глаза ярко сверкали. Спутница ее облачилась в черные одеяния, на фоне которых белоснежная кожа выделялась сильнее. Прекрасные глаза лучились колким блеском, дополняющим неописуемо мрачное выражение лица. Девушка стояла с заведенными за спиной руками и глядела куда-то в сторону, будто не желая сталкиваться ни с кем взглядом. Заклинательница в белом как раз налево и направо раздавала благодарные поклоны, лучезарно улыбаясь: «Ха-ха, большое всем спасибо, большое спасибо. Мы недостойны похвалы и столь высокой оценки. Так вы ставите меня в неловкое положение. Похвалили, и будет спасибо. Ха-ха». Селянь, вдоволь наглядевшись на красавиц, окружившие девушек плотной толпой, жители деревни снова начали показывать пальцем на Цзэжуна, отпуская замечания. Тот, вне себя от недовольства, закричал на них: «Чего уставились? А может, мне нравится лежать на земле, вам-то какая печаль? Катитесь прочь отсюда. Ни на что здесь пялиться». Жители деревни нашли его манеры весьма странными, а от свирепого выражения лица, которое еще и позеленело от ярости, разбежались, подобно перепуганному пчелиному улью. Ши Цинсюань обратился к Цзэжуну: «Простите, зеленый господин, не подскажете, его высочество наследный принц сейчас у себя в монастыре». Едва заслышав, что гостья назвала селяня его высочество наследный принц, Цзэжун в мгновение ока потерял всяческий интерес к двоим красавицам и презрительно сплюнул: «Тьфу! Так вы, сучьи чиновники с верхних небес. Я ему не какая-нибудь сторожевая псина. Слушайте внимательно, я собственной персоной». Однако закончить представление Цзэжуну не дали. Мин, и, не говоря ни слова, приблизился к нему, после чего последовал истошный крик из звуков ударов. Селянь со своей позиции не мог рассмотреть, что именно сделал Мин, и только увидел, как Ши Цинсюань махнул метелкой и произнес: «Мин Сюн, как-то нехорошо прибегать к насилию, не находишь?» Мин и равнодушно ответил: «Чего бояться? Он же сказал, что не служит здесь волшебным зверем». Боясь, как бы Цзэжуна не забили насмерть, селянь был вынужден отворить дверь и замахать руками, останавливая избиение: «Ваше превосходительство! Проявите милосердие! Его бить нельзя, это простой смертный». Увидев, что селянь открыл дверь, Мин и встряхнул подолом черного платья и убрал сапог со спины Цзэжуна. Ши Цинсюань же сделал шаг навстречу принцу, выставив руки в поклоне: «Ваше высочество наследный принц, я решил наведаться к вам чуть раньше оговоренного срока». «А что с этим человеком?»
От него такая мощная демоническая ци, что никак не скроешь. Неужто он принял нас за слепых? Ах, давайте поговорим внутри. На этот раз мне понадобится ваша помощь в крайне важном деле. С такими словами он собрался обойти лежащего на земле Цзэжуна и переступить порог монастыря. Но ведь Хуачен все еще находился внутри. Разве Селянь мог так просто впустить их? Постойте! Торопливо воскликнул принц. Но опоздал. Монастырь водных каштанов не мог похвастаться обширными залами, все его убранство представало как на ладони, нигде не спрячешься, не скроешься. Двое гостей сразу увидели за спиной Селяня непревзойденного князя демонов, который как раз был занят мытьем чашек. Трах-бах, 4 пары глаз скрестили взгляды, Хуачен обнажил белоснежные зубы в улыбке, излучающей скрытую угрозу, во взгляде же его и вовсе не наблюдалось ни намека на радушие. Зрачки Мин и мгновенно сузились до точек, он отступил на 3 чи назад. Ши Цинсюань же одним движением раскрыл веер повелителя ветров, приняв крайне настороженную позу, будто в любой момент готов был броситься в бой. Собиратель цветов под кровавым дождем, Цзэжун, которого за дверью втоптали лицом в грязь, вскипел гневом, а я вообще-то лазурный фонарь в ночи. Какого черта вы навешали мне тумаков и даже не признали, а про него все поняли с первого взгляда. Мин и несколько лет служил подручным Хуачена, будучи лазутчиком, посланным в призрачный город, и только недавно оказался раскрыт и посажен Хуаченом под замок в подземном лабиринте, где его нещадно избивали. Теперь же, увидев давнего врага, Мин и ощутил исключительную злость. Казалось, все небольшое пространство монастыря водных каштанов и даже воздух снаружи заполнился ядом. Хуачен отложил тряпку и сощурился. Его превосходительство, повелитель земли, поражает меня своей прыткостью. Мин и холодно парировал. Его превосходительство, князь демонов, тоже умеет проводить время в праздности, как, впрочем, и всегда. После обмена такими притворными приветствиями следующую фразу Хуачен произнес с заметно охладевшим выражением и таким же тоном. Он предостерег: уходите. Мне все равно, что у вас за важное дело, не приближайтесь к этому месту. Даже испытывая страх перед Хуаченом, Мин и не собирался показывать перед ним и каплю слабости, тем более уступать. Его голос прозвучал уверенно и мрачно: «Я вовсе не по своей воле пришел сюда», понимая, что вместо яда в воздухе вот-вот запахнет порохом. Селянь обратился к повелителю ветров, Энэнну. «Ваше превосходительство, что же нам делать?» Ши Цинсюань постучал веером по голове. «Я и сам не ожидал, что как раз сейчас собиратель цветов под кровавым дождем окажется вашим гостем. Но вы же только недавно виделись. Зачем так скоро встречаться вновь? Как бы то ни было, если проблему можно разрешить без применения грубой силы, то так и нужно ее разрешить. Насилие ни к чему хорошему не приведет. Если они подерутся, все-таки лучше нам их разнять». Селянь ответил: «Я в целом согласен». Цзэжун, который, напротив, только и ждал, чтобы эти двое сцепились в драке, знай себе, подслушивал, навострив уши. И тут вмешался: «О, так ты и есть та падшая стерва, повелительница ветров». Селянь и Ши Цинсюань одновременно повернулись к нему. Именно такими словами Цзэжун бранил Ши Цинсюаня, сидя в своем логове, а теперь посмел произнести их же, встретившись с ним лично. Трудно сказать, взыграла ли в нем храбрость, достойная всяческих похвал, или же давал о себе знать недостаток ума. Ши Цинсюань, избалованный всеобщим обожанием, должно быть, впервые слышал, чтобы кто-то бранил его подобными выражениями. Поморгав с озадаченным лицом, он обратился к Селяню: «Ваше Высочество, наследный принц, подождите меня немного». С такими словами он вышел за порог и закрыл за собой дверь. Снаружи послышался очередной истошный вопль Цзэжуна и серия глухих ударов. Лишь спустя долгое время Ши Цинсюань вновь открыл дверь и вошел уже в облике мужчины. Вот и все. О чем мы только что говорили, я тоже проголодался. Мне думается, нам лучше для начала сесть за стол и чем-нибудь подкрепиться, любые проблемы можно обсудить мирно, и нет таких вещей, которые не разрешала бы совместная трапеза.
Конечно, Селянь очень не хотел, чтобы они подрались прямо в монастыре водных каштанов, но Хуачен явно был крайне зол на Мин из-за предательства последнего, и неизвестно, какая еще подоплека за этим скрывалась. Вряд ли удастся усадить их за стол и заставить дружелюбно разделить трапезу. Однако Хуачен, вопреки ожиданиям, не выразил протеста. После обмена угрожающими взглядами с противником холод постепенно отступил с его лица, и он вернулся к мытью чашек. А когда закончил, сам подошел к котлу и щедро положил себе похлебки столетнего мира и согласия. А стоило ему добровольно отозвать войска, и вся битва свернулась, даже не начавшись, а остальные присутствующие испустили вздох облегчения. Далее полагалось как можно скорее сменить тему разговора, чтобы оживить обстановку, поэтому Ши Цинсюань спросил: «Ваше Высочество, а что это у вас в котле, кажется, еще горячее?» Селянь ответил: «А это я приготовил». Варево кипятилось достаточно долго, чтобы пропитаться вкусом, да и запах уже давным-давно развеялся. И хотя цвет у него получился каким-то невообразимым, форма уже выварилась и стала выглядеть намного-намного приятнее, чем вчера вечером. Ши Цинсюань, услышав ответ, пришел в совершенный восторг, правда. «Я еще никогда не пробовал блюд, сваренных лично небесными чиновниками. Давайте, давайте, позвольте нам отведать». С такими словами повелитель ветров тоже взял пару чашек и 2 пары палочек, затем наполнил чашки содержимым котла. Честно говоря, Селянь хотел его остановить. Но поскольку Хуачен, неоднократно похвалив готовку принца, заронил в его душе семена уверенности, да к тому же сегодня утром, заново разогревая похлебку, принц учел все рекомендации, которые вчера дал ему Хуачен, в голове Селяня родилась мысль: быть может, блюдо все же спасено. Так что, поколебавшись немного, принц не произнес ни слова против, в тайном ожидании глядя, как Ши Цинсюань пододвинул одну чашку к Мин, и «Вот, Мин Сюн, твоя порция». Мин и бросил взгляд на чашку, и, явно не собираясь есть, отворотился. Его действия выглядели немного невежливо. Ши Цинсюань, закипая от гнева, подвинул чашку ближе, даже не думая отступать: «Ешь». «Разве не ты только что вдруг заявил, что проголодался?» Хуачен тем временем не спеша зачерпнул ложку, подул на похлебку и отправил ее в рот, затем проглотил и улыбнулся Селяню. «Сегодня вкус и впрямь не такой резкий. Как раз то, что нужно». Селянь заулыбался вместе с ним: «Правда. Сегодня я добавил больше воды». Хуачен сделал еще глоток, искрясь улыбкой: «ГГ, я оценил твое старание». При взгляде на Хуачена создавалось впечатление, будто он пробует что-то невероятно вкусное, и это весьма подкупало. Спустя некоторое время Мин и все же принял чашку. Ши Цинсюань заулыбался: «Так-то лучше». Они оба зачерпнули по ложке и отправили угощение в рот.